Вместо того, чтобы опять ругать китайцев, захотелось сделать глоток свежего воздуха и рассказать о хорошем мотоцикле. У меня был обзор Tiger 900 GT и Rally 3 года назад. С тех пор я много чего попробовал, включая весь актуальный 1200 класс, и вот что я осознал за эти годы. Tiger 850 и 900 GT – невероятно недооцененные мотоциклы. Когда у человека есть деньги и он выбирает абстрактный универсальный туристический мотоцикл без четкого понимания, что именно хочется, в такой ситуации по статистике берут большого гуся. Вот эту нишу мотоцикла по умолчанию, на мой взгляд, должен занимать или Tiger 900 GT, когда и деньги есть, либо Tiger 850, когда денег поменьше. В идеальном мире это должен быть самый продаваемый туристический байк, потому что он охватывает широкий диапазон задач и удовлетворит пристрастие типичного мотоциклиста лучше, чем другие модели. Что в нем такого особенного, мы сегодня и обсудим. Я много путешествую на разных тур-эндуро, и это обзор Tiger 850 Sport. Tiger 850, несмотря на свою стоимость, настоящий премиум по духу. Возьмем комфорт, одну из важнейших характеристик туристических мотоциклов. Внезапно это один из самых комфортных адвенчеров. Следите за руками. Вот есть новый Tiger 1200. Если полистать обзоры, наиболее распространенное мнение, что Tiger 1200 комфортнее 1250 GS и KTM 1290, то есть большинства топовых адвенчеров на рынке. Я тоже так считаю, собственно. Но при этом Tiger 850 по комфорту на одном уровне с Tiger 1200. Я на них в одно и то же время ездил, поэтому ничего не путаю. Примерно та же расслабленная посадка даже с высоким ростом и даже при езде с пассажиром. Такое же по ощущениям премиальное сиденье. На мой взгляд, лучшее в среднекубатурном сегменте и лучше, чем у половины 1200-ок. Вибрирует 850 меньше, чем Tiger 1200, GS или KTM. У 1200-го стекло шире, но поток направлен как раз в область глаз, 850 больше распыляет воздух. Конечно, 1200 перспективнее для тюнинга и можно сделать ветрозащиту совсем шикарной, однако если сравнивать сток, стекло у 850 мне нравится больше. Единственное, в чем пришлось слукавить, это отсутствие круиз-контроля у 850. На мой взгляд, это тоже можно отнести к комфорту. Круиз есть только у Tiger 900, чтобы не мешать продажам. В среднекубатурном сегменте с Tiger 850 посоперничать по комфорту может только Ducati, все остальные на голову ниже. Но Ducati даже в голом виде значительно дороже и мотор на любителя. Короче, за недорого вы получаете топовый мотоцикл, но с ограничениями в виде отсутствия некоторых опций. Самое большое опасение у меня было насчет подвески. На Tiger 900 GT божественная подвеска. Эталон для среднекубатурного кроссовера. И на поворотах не болтает, и неровности глотает изумительно. Баланс доведен до идеала. А в версии GT Pro так и вовсе электронно регулируемая. Сказка, одним словом. В среднекубатурном сегменте даже близко никого нет, такой уровень подвесок есть только у топовых кроссоверов с ценником от 20 тысяч евро. Причем я говорю не лучшей подвески, а такого же уровня. У Tiger 850 вилка без регулировок, есть только регулировка преднатяга амортизатора. С одной стороны, пропал бездонный диапазон возможностей настройки подвески, но если учитывать, что подавляющее большинство людей тонко не настраивают под себя подвеску, это мало для кого окажется недостатком. Здесь заводская настройка хорошая, чувствуешь, что едешь на дорогой сбалансированной подвеске, просто ее кто-то другой настроил под себя. Для педантов не подойдет, но подвеска и правда хорошая. При том, что подвеска хорошо сглатывает достаточно большие неровности, когда перед шпилькой тормозишь в среднем ритме и целишься в дугу, нет такого, что вилка сразу складывается и контролировать сложно. Будет ощущение плавного сжимания и разжимания без резких рывков, сохраняя ощущение контроля. Если максимально резко тормозить перед поворотом, да, немного не хватает жесткости, но так мало кто ездит. Большинство кроссоверов за эти деньги все равно лучшие рулежки не дадут даже при наличии регулировок. Про тур-эндуро я вообще молчу. Большую часть теста я ездил по Альпам с узкими серпантинами. На выходных, когда количество мотоциклистов на дорогах зашкаливает. И вот что любопытно. За 2 дня популярных альпийских маршрутов в горах меня никто ни разу не обогнал, а я вполне обгонял стайки гусеводов, мультистрат и КТМ. Кое-где даже шоркал под ножками, а я так не делаю, если меня хоть чем-то не устраивает подвеска, шины или тормоза. Больше скажу, за месяц поездки, если не считать городское движение, меня ни один мотоциклист ни разу не обогнал, хотя в Южной и Западной Европе байкеров много.
И дело не в том, что я весь из себя неуловимый гонщик, спокойно езжу. Я хотел объяснить, что подавляющее большинство людей путешествует на мотоциклах по незнакомым дорогам в похожем ритме, и Tiger 850 покрывает эту задачу с запасом. Большинство покупателей гусей, которые вдвое дороже, быстрее никогда не поедут. Вот в чем соль. Любителей кататься как в последний раз по пальцам можно пересчитать. Есть еще вот какая штука. Мотоциклизм все-таки довольно редкое явление у обычного человека, небольшой процент знакомых байкеров, если вообще есть. С другой стороны, есть много исследований и мета-анализов об интернет-зависимости, а французы проводили исследования, где каждый пятый респондент имел как минимум легкую зависимость от YouTube. Даже учитывая, что исследовали только активных интернет-пользователей, все равно впечатляет. Для YouTube-зависимости характерно создание парасоциальных отношений, которые вытесняют реальные отношения, особенно у людей с изначальными социальными проблемами. Отношения с блогером комфортные и контролируемые, реальные отношения малопредсказуемые и могут травмировать. Думаю, это понятно. Дополнительно есть много исследований психологических черт блогеров с выводами, что подавляющее большинство блогеров – нарциссы. Вот это поворот, да. Тут нужно понимать, что не блогеры становятся нарциссами, а нарциссов тянет всему миру себя показать или поумничать, как меня. Есть даже любопытные корреляции. Чем больше у человека выражен нарциссизм, тем больше выкладывание селфи. Было такое исследование про инсту. Можно предположить, что чем чаще человек выпускает контент, тем более он популярен, то есть вытесняет из ленты контент не нарциссичных блогеров. При этом у нарциссов больше выражено желание иметь большую аудиторию, они усерднее работают на то, чтобы стать популярным. Замкнутый круг. Нарциссам свойственен целый набор качеств, типа постоянной потребности восхищения со стороны других и переоценки своих навыков. Эти качества ведут к тому, что мотоблогеры склонны выпендриваться, ездить быстрее и агрессивнее нормы. Если бы кто-нибудь провел исследование и была бы более крупная выборка, предположу, что мы бы увидели более высокую смертность среди мотоблогеров, чем среди неблогеров с аналогичным опытом езды. Как минимум 100% мотоблогеров умирают. Страшная профессия. Я веду к тому, что у большого количества людей есть ощущение, что все в его близком окружении ездят очень быстро и так и надо ездить. А по факту это все парасоциальные отношения с нарциссами и к реальности отношения не имеет. Короче, я хотел сказать, что у Тигра хорошая подвеска. Как продолжение темы, я уверен, что у Тигра оптимальная динамика для большинства людей. И низы яркие, и когда ручку откручиваешь на ускорении, есть ощущение мощного мотоцикла, чего нет у 650-х и 750-х байков. Фишка большинства Тигров – очень ровная полка момента и стабильная работа мотора даже на очень низких оборотах. Он не дергается и не глохнет, всегда стабильный и предсказуемый. И не стоит забывать, что у Тигра 3 цилиндра, он задорнее низовых двушек. Один из самых сбалансированных по динамике мотоциклов, на мой взгляд, особенно в комплексе с отличной коробкой и лучшими тормозами на рынке. Попробую описать. Вы знаете, что я люблю Versys 650, классный бодрый байк. Но с ним нет-нет, но бывают мысли, что хотелось бы ускориться побыстрее. Вроде и так хорошо, но хотелось бы побольше. С Tiger 900 и 850 у меня таких мыслей нет. Мне ни для чего не нужно больше, у Тигра достаточный подрыв, чтобы почувствовать, что едешь на мощном мотоцикле. Причем у меня были и свои мотоциклы значительно мощнее, и часто езжу на мощных байках, но мне хватит. Это субъективно, и со мной многие не согласятся, но вот так. С тормозами примерно так же. Versys дает достаточные усилия для торможения. Если экстренно тормозить, будет примерно тот же результат. Однако в реальной жизни мы тормозим более плавно, не доводя до грани. Согласны? Если описать ощущения от тормозов Versys и подавляющего большинства среднекубатурников, как будто мотоцикл будет реагировать не сразу и в некотором диапазоне, есть некоторая невнятность. В обзорах так не говорят, потому что у всех одноклассников похожие ощущения и глупо сравнивать с мотоциклами в 2-3 раза дороже. Когда у NC худшие тормоза в классе или компоненты подобраны так, что замедление чувствуется только во второй половине выжима рычага, об этом говорят, конечно. На Тигре тормоза выдают больший результат при меньшем воздействии в совокупности с кристально четкой обратной связью во время нажатия и плавным легким выжимом рычага. Это дает эффект, что значительно больше доверяешь тормозам. За счет точности передачи желаний нет смысла оставлять лишние 10 метров перед поворотом, потому что кристально точно понимаешь, как мотоцикл будет замедляться, и значительно приятнее проходить повороты с трейлбрейкингом. Отличные тормоза подталкивают к такой эксплуатации.
Короче, при том же уровне ощущения безопасности на Тигре едешь быстрее. А еще в линейке Tiger 850-900 очень приятно работает коробка. К сожалению, на тестовом 850 не было квикшифтера, хотя в опции есть. Я вам вроде не говорил, что у Tiger 900 или 1200 одна из самых приятных реализаций квикшифтера. Фраза «одна из самых» только потому, что существуют четырехцилиндровые двигатели, где иногда еще лучше коробка щелкает. Фишка квикшифтера Триумфа в том, что он не пытается быть самым быстрым при переключениях, это не молниеносный спортивный стиль, и вы заметите задумчивость. Зато увеличенное время задержки тратит на более плавное сглаживание переключения, чтобы не было рывков. И на современных Тиграх вообще без разницы, когда и как ты щелкаешь передачу, никогда не бывает пинков. Практически на всех мотоциклах с квикшифтером мысленно страхуешь себя на случай, если байк немного дернется, с Тиграми расслабляешься. За 3 года с выхода Tiger 900 ситуация не изменилась. Все еще крайне мало мотоциклов, которые так элегантно умеют переключаться на любых оборотах. Покатавшись на Tiger после условных версий 650, Vestrom 650, 750 GS, Transalp и так далее, с высокой вероятностью вы захотите поменять мотоцикл, потому что Tiger на другом уровне. А после Tiger 850, покатавшись на условном 1250 GS или KTM 1290, вряд ли, только если приманит бешеная динамика, больше там нечего ловить. Я совершенно серьезно, это тот случай, когда больше не всегда лучше. Главная причина, почему даже при наличии лишних денег имеет смысл взять Tiger 900 GT, а не, допустим, Tiger 1200 GT, 900 просто удобнее. Чтобы поместить 1200-кубовый мотор в раму, саму компоновку приходится делать объемнее. От нижней части двигателя до седла расстояние больше, чем у среднекубатурников. При том же дорожном просвете 1200 получается тупо выше по седлу, и сам профиль мотоцикла шире. Причем на удобство посадки это уже не влияет. Если бы мы говорили, например, про KTM 890, да, там с высоким ростом сидишь скукоженно, у Тигра такого нет. Если сравнивать треугольник подножки седло-руль у Tiger 1200 GT и 900 GT, либо 850 Sport, это все плюс-минус идентично. У 1200 подножки буквально на сантиметр ниже, зато у среднекубатурников подножки сдвинуты на пару сантиметров вперед. Поверьте, я высокого роста, мне более чем комфортно на Tiger 850 или 900 ездить целыми днями. У меня нет желания подножки или руль подвинуть. Кстати, у Tiger 850 и 900 GT нет пластиковых накладок, упирающихся в колени, как в версии ралли. Нареканий по эргономике нет. Второй фактор, почему Tiger 850 удобнее – вес. Последнее поколение 1200-х адвенчеров полегчало, но все равно это 20-ка плюсом, как ни крути, при более высоком центре масс. Как итог, Tiger 850 и 900 воспринимаются принципиально более легкими и юркими. Это и на серпантинах плюсы, и в городе, и особенно съезжая с асфальта. На Tiger 850 не страшно куда-то сунуться на узкую тропинку, потому что с таким весом и высотой его и завалить маловероятно, и если надо будет задом выталкивать или разворачиваться, тоже без труда. И чем ниже ваш рост, и чем более хрупкое телосложение, тем Tiger 850 будет удобнее. Когда вам в очередной раз будут советовать купить 1250 GS Adventure, подумайте, что Tiger на 8 см ниже по седлу и с похожим оснащением будет примерно на 35 кг легче. Не знаю, почему Triumph так жестко разделил линейку Тигров на дорожную и внедорожную. На старом 1200 была версия с 19 дюймами на спицованных дисках, а сейчас ни у 900 GT, ни у 1200 GT спиц нет даже как опции. Очень зря, с такой хорошей подвеской можно было еще расширить диапазон возможностей. Но не принципиально, для обычного туризма 850 хватает, чтобы где-то по грунтовкам с комфортом ехать без прыжков и геройства. Это дорога, в честь которой назван Honda Transalp. Чуть сзади географическая точка, которая наносилась в виде координат на пластик старого Трансальпа. А это я еду по ней вниз с выключенным двигателем, потому что у меня бензин заканчивается. Самое время поговорить о расходе. У Тигра все неплохо с запасом хода, учитывая, что это трехцилиндровый мотор. В своем древнем обзоре 900 ралли я опирался на официальные показания 5,2 литра. Потом несколько раз брал в поездки разные Tiger 900. Так вот, у меня такой расход получался только на магистралях, во всех остальных случаях на разных мотоциклах расход был ниже 5 литров. На Tiger 850 у меня в горах средний расход 4,9 литра в довольно интенсивном ритме. Свои 400 километров байк спокойно проезжает.
Я как-то 900 ралли брал покататься, у меня средний расход и вовсе 4,5 литра был. Что логично, потому что ралли чуть более валкий и на нем плавнее в горах едешь. Если сравнивать с двухцилиндровыми конкурентами, последние где-то на пол-литра меньше едят в среднем, а не на литр, как я раньше думал. Однако с 2024 года в линейке Tiger 900 обновили двигатель. Завысили степень сжатия, как все теперь делают, кроме Honda. Поршни поменяли, в итоге и мощность с моментом выросли. И официальный расход теперь на пол-литра ниже, так что совсем отлично. Tiger 850 остался с низкой степенью сжатия и никаких намеков на то, что его обновят, не было. А качусь на нейтралке я не потому, что у Тигра проблема, просто в Альпах не то, чтобы на каждом шагу заправки. По пути была дорога перекрыта, поэтому пришлось крюк часа на полтора сделать. В итоге мотоцикл писал, что запаса на 20 километров, а ближайшая заправка через 30. И все бы ничего, но Google пишет, что эта заправка вечером не работает и хотелось сохранить топливо до следующей на крайний случай. Ложка дегтя в Tiger 850 и 900 вибрации. Ловил себя на мысли, что часто еду на передаче повыше, чтобы сгладить. Вибрации не сильные, даже после 14 часов в день на Тигре рукам нормально, но они акцентируют на себя внимание. Когда мотоцикл настолько до идеала доведен, хочется, чтобы он мягко работал. В горах еще ладно, в городе вообще не мешают, а вот на магистрали с монотонной ездой 125 км в час и выше надоедают. Тем более на 850 нет круиз-контроля. Я уверен, что эти вибрации без проблем гасятся антивибрационными проставками, утяжелением руля или простейшими насадками на грипсы. Но в стоке неприятные вибрации где-нибудь от 5000 оборотов. Факт. И это единственный существенный минус байка, на мой взгляд. За 3 года даже стало понятным, что это надежная платформа, а не кот в мешке. С 2024 года на Tiger 900 руль крепится через демпфер, так что наверняка главной претензии к Тигру можно будет забыть. Владельцы 850 еще пострадают, но это решаемо, повторюсь. Хотите премиум задешево, придется и руки приложить. Вообще такое чувство, что в следующем году у меня день рождения. Триумф борется с вибрациями, Africa Twin Adventure Sports переходит на 19-е колесо и укороченной подвески, BMW увеличивает мощность до конкурентного уровня и перестает делать мотоциклы для тяжелоатлетов. Что дальше? Производители 1300-х признают, что 2 цилиндра для такой кубатуры глупость? Конечно, лучше быть богатым и купить шикарный Tiger 900 GT Pro. Однако, когда он никак в бюджет не лезет, 850 Sport – отличный вариант. В этой цене из универсалов ничего лучше нет. Выбор есть. Вы можете найти мотоцикл быстрее или тур-эндурнее. Вы даже можете купить за эти деньги китайца, где будет более богатая комплектация с круиз-контролем и набором кофров. Но вам серьезно это важнее ощущения от правильной работы двигателя и коробки? Я лично не встречал байка за эти деньги, кроме Тигра, который даст такое же ощущение премиальности от работы подвески, двигателя, коробки, тормозов, эргономики, материалов и так далее. И напоследок вот что скажу. Ко мне часто обращаются с просьбой посоветовать мотоцикл. Я стараюсь выявить потребности, и очень редко у вопрошающих есть реальная потребность в супербыстрых или супервнедорожных мотоциклах. 100 раз говорил и еще раз скажу, не нужно гнаться за серьезными тур-эндуро с 21 колесом и длинноходными подвесками, если вам просто нужен мотоцикл для комфортной езды по разбитым дорогам и, что называется, съезда с асфальта. Да, есть нюанс, что у дешевых кроссоверов подвесок с теми же ходами часто не хватает, поэтому имеет смысл брать более тур-эндурный тур-эндуро. Но если взять Tiger 850 или 1200 кроссоверы, они отлично справляются с разбитыми дорогами и типичными грунтовками, которые встречаются в путешествиях. А на асфальте Africa, Desert X и даже Tiger 1200 Rally рядом не стоят. Я люблю и хвалю мотоциклы типа Touareg и Tenere, но это уже байки для фанатов бездорожья или хотя бы с упором на внедорожные путешествия. Это опять к тому, что люди формируют свое мнение, исходя из ощущений сильно увлеченных мотоциклами блогеров. Большинству людей такие хардкорные байки не нужны. Чтобы раскрыть потенциал условного Tenere, а тем более Африки, придется много и часто тренироваться. Нужно понимать, что это про спорт, а не про путешествия. Нельзя разок на 3-дневные курсы сходить и начать лихо скакать на тяжелом мотоцикле по горам. Так не работает, все равно нужен накат в 1000 километров на бездорожье. Время – ограниченный ресурс, я бы вам рекомендовал подумать, хотите вы его потратить на ковыряние в грязи в ближайшей лесополосе или на то, чтобы увидеть атакующие корабли, пылающие над Орионом, и лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. В 30 лет кажется, что вся жизнь впереди и все получится совместить. Не успеете опомниться, как